Добрый день, друзья! Наступило лето, а это значит, что пришло время украшать наши веранды, террасы и дачные участки. И сегодня я покажу вам, как можно сделать вот такие уличные светильники с помощью техники папье-маше. Для этого нам потребуется упаковка от яиц, яичные лотки, клей ПВА, акриловые краски, немного шпатлевки, ну и, конечно, ваши любимые цветы, которые вы хотите отпечатать в шпатлевку. Чтобы сделать основу для нашего светильника, нам потребуется упаковка от яиц. Ее необходимо порвать на мелкие кусочки и залить кипятком. Так она может постоять около часа. Дальше ее необходимо пробить блендером, хорошенечко отжать. Получившуюся массу необходимо пальцами размолоть на мелкие кусочки и добавить клей ПВА и пару столовых ложек фэри. Папье-маше можно придать абсолютно любую форму. Самое главное найти, на что его прикрепить. На примере цветочного горшка я покажу вам, как можно сделать светильник. Выбранную форму необходимо обтянуть стрейч-пленкой или пищевой пленкой. Это делается для того, чтобы когда высохнет папье-маше, можно было очень легко извлечь ее из формы. Начинаем выкладывать форму снизу, для того, чтобы придать ей основу. И дальше постепенно мы проходимся по всей форме, хорошо прижимаем массу к форме. Слой папье-маше должен быть достаточно плотный, где-то от 1 см, так как при высыхании он еще даст усадку. Папье-маше сохнет очень долго, практически неделю. Но если у вас есть возможность оставить вашу форму где-нибудь на воздухе, на солнышке, тогда это ускорит процесс. После того, как масса полностью высохла, я извлекла ее из формы. И теперь я замешиваю шпатлевку для того, чтобы сделать узор. На 100 мл воды мне потребовалось практически 13 столовых ложек сухой смеси шпатлевки. Я использую Knauf Uniflot. В одном из своих видео я показывала, как я делаю картину с помощью оттисков цветов. Здесь я буду использовать тот же самый принцип. Когда смесь хорошо перемешана и подготовлена, определить это можно с помощью шпателя. Небольшое количество шпатлевки мы наносим на шпатель, и она не должна с него сползать. Значит, шпатлевка готова. Шпатлевку мы наносим с помощью шпателя на внутреннюю поверхность светильника. Хорошо распределяем шпатлевку по поверхности и разглаживаем, чтобы оттиски получились четкие. Дальше, пока шпатлевка не высохла, необходимо распределить цветы по внутренней поверхности светильника. Желательно использовать живые цветы. Очень хорошо отпечатываются елочки, папоротник, маленькие бутончики цветов и сами цветы тоже. Равномерно распределить, печатать шпатлевку очень аккуратно. Натуральные цветы дают очень красивые оттиски. Я задумала сделать этот светильник после того, как у меня в вазочке начала увядать хризантема. После этого проекта я в него влюбилась. Цветок дал отличный оттиск и очень хорошо проявил себя в работе. Как вы видите, в работе я использую не только живые цветы, но и искусственные – веточка и лаванда. Они тоже дают хороший оттиск, но не такой рельефный и четкий, как настоящие листики. После того, как я распределила все листочки, я прохожусь шпатлевкой по торцам, по краю светильника. Вот такая у меня получилась композиция. И сейчас остается аккуратненько снять листочки и посмотреть, что у нас получилось. Покажу поближе, какой оттиск дает хризантема. После окрашивания он будет очень яркий и четкий. Оставляем светильник до полного высыхания на сутки. После чего необходимо будет пройтись шкуркой и зашкурить острые выступающие края шпатлевки. Наносим тонкий слой шпатлевки на верхнюю часть светильника.
Всего я сделала 3 светильника, и все 3 светильника у меня абсолютно разные. Поэтому здесь вы вольны выбирать, какой вам больше всего понравился, и сделать точно так же. Один светильник я сделала без рисунков с наружной стороны, а все остальные у меня точно так же, как и с внутренней стороны, покрыты рельефом с цветами. После того, как светильник просох, я покрываю золотой аэрозольной краской с внутренней стороны. На внешней стороне я сделала эффект бетона. Сначала сделала тонировку черным, а затем прошлась полусухой кистью с бронзовым отливом. И у меня получился такой отличный лофтовый эффект. Когда аэрозольная краска высохла, прохожусь полусухой кистью и также делаю тонировку. Полусухая кисть движется в одном направлении. Я это не устаю повторять в каждом своем видео, где я делаю тонировку. И получается, что краска ложится по верхам, а нижняя часть, которая покрыта золотом, она остается с рельефом в золотом цвете. И вместе это смотрится очень красиво. Я сделала тонировку полностью на внутренней части и хочу поэкспериментировать и сделать тонировку белым также на поверхности. Но здесь мой выбор отталкивался от того, какого цвета у меня веранда. Поэтому балки у меня белые, и я хотела, чтобы светильнички тоже смотрелись гармонично и были более светлые. Если вам нужен грубый эффект, лофтовый, можно вообще покрыть полностью черной краской. Это тоже будет смотреться очень красиво. Или оставить в бронзовом. После того, как белая краска полностью просохла, я взяла немного бронзовой краски и прошлась тампирующими движениями по поверхности. И вот у меня получился такой эффект камушка. И в завершении я прохожусь кисточкой с золотой краской по краю, делаю кромку. Остается хорошо просушить светильник, покрыть защитным акриловым лаком, и светильник готов. После того, как я покрыла лаком, почему-то мой светильник дал вот такой вот зеленый отблеск. Но в целом это смотрится очень даже красиво, и я обрадовалась, что оно так получилось. Итак, переходим к декорированию оставшихся 2 светильников. Их я также сделала в технике со шпатлевкой и оттисками живых цветов. Все то же самое, только с наружной стороны. Для того, чтобы их задекорировать, я их также покрыла аэрозольной краской золотой. После того, как она хорошо высохла, я прохожусь черной акриловой краской. Можно ее использовать, можно использовать черную колировочную пасту. И полусухой кистью хорошо промакиваю ее, чтобы снять излишки. Я прохожусь по кругу. Когда черная краска полностью просохнет, необходимо пройтись белой краской тампирующими движениями по всей поверхности светильника. Краска не затекает в рельеф, а остается на поверхности. Таким образом проглядывается черный цвет, проглядывается золотой цвет. Вместе они очень красиво смешиваются, и у нас очень четко проявляется рисунок. Обязательно прохожусь по краю и не забываю сделать красивую аккуратную кромку. За счет того, что светильник очень неровный, края, конечно же, неровные, но в этом весь шик. Светильник смотрится очень клево. Он очень нестандартный, он очень кривой, но при этой всей своей кривости он смотрится шикарно. Я в них влюблена, и сейчас с удовольствием, когда они у меня висят на веранде, я провожу вечера, любуюсь, наслаждаюсь прекрасными отблесками своей работы. Всего я сделала 3 светильника, и сейчас я вам вкратце напишу, в каком светильнике какая тонировка применялась. Золотая аэрозольная краска и сверху покрыта белой акриловой краской. Тонировка черной и бронзовой краской с размытием, и затем тонировка белым цветом. Ну что, у меня получились вот такие вот замечательные светильники. Для того, чтобы их повесить, я купила в магазине Leroy Merlin специальные готовые подвесы. И дальше мы их прикрепили к балкам, к потолку. Теперь можно посмотреть, что получилось. Если вам нравятся мои видео, пожалуйста, оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного.
А если вы все же досмотрите видео до конца, то увидите, как замечательно светильники выглядят в вечернее время.